Беспроводная Bluetooth-колонка с технологией Sound Pulse Audio, функцией стереопары, отличным дизайном, наличием подсветки с 4 режимами, удобным колесом для регулировки громкости, приятным звучанием, компактными размерами, так как ее можно взять с собой куда угодно, хорошим временем автономной работы. Обо всем этом я, как и вы, прочел в рекламе к Bluetooth-колонке под названием Tronsmart T7. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрый обзор и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду обозревать колонку T7 Tronsmart. Насколько она хороша, стоит ли ее приобретать, и остальные вещи вы уже узнаете, разумеется, в ролике. Вот так это все дело выглядит. Обещают IPX7, воды не боится, потом помимо этого стереозвук, помимо этого Volume Wheel, колесо, которое управляет звуком. Вау. И смотрим, что у нас тут интересного. Вот так. Все это дело крутится. Запах, конечно, химии и гигей. Прорезиненные ножки. Что у нас по кабельному хозяйству, мы с вами узнаем. Ей, Type-C, USB-A. И документация. В принципе, все как у всех. Самое главное, что мы должны проверить, это вес. А остальные плюшки я вам расскажу. 890 граммов. Сразу ремешок. В паре работать могут. А по поводу всего остального из разряда того, что сюда можно запихивать карты памяти, Type-C подключать для того, чтобы заряжать, прорезиненные кнопки, притом механические, как я люблю. И внизу очень на пассивную колонку похоже, правда, дырочки. Все это вы узнаете в ролике. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. Напоминаю, что 11 ноября я разыгрываю iPhone 14, и еще помимо этого несколько смартфонов. Посмотрите в описании, узнаете, что, где и когда. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к беспроводной колонке. Приобрести данную колонку можно только в черной расцветке. Возможно, добавили цвета, но я пока об этом не знаю. Дизайн, как по мне, очень привлекательный, и для данной ценовой категории она выглядит стильно. Корпус выполнен из матового пластика с зернистой поверхностью, а также обычного матового пластика, и большая часть колонки обшита тканью. К слову, сборка, как и качество материалов, как всегда, хорошие у Tronsmart. Тактильно материалы приятные, потертости и царапины за время моего использования не появились, что радует. Габариты данной модели 216 на 78 мм в диаметре. Отмечу, что данную колонку возможно класть в крепление под бутылку в раме велосипеда, разумеется, но не во все. На корпусе расположили место для крепления шнура для переноски и шнурок. К слову, дешевый, даже есть название производителя. Ножки с антискользящими вставками, которые также служат для гашения вибраций, отрабатывают они отлично. Колонка не прыгает даже на максималках и не перемещается по поверхности. Также есть встроенный микрофон для звонков. Разговаривать через колонку можно, вдобавок удобно, так как микрофон отрабатывает отлично. Далее есть прорезиненная заглушка, за которой спрятали разъем USB Type-C для зарядки, а также разъем для карт памяти. Но AUX-входа, к сожалению, нет. Это прям по мне лютый фейл. Светодиод также в наличии. Также основная фича данной колонки — это колесо для регулировки громкости верхней части колонки. Прокручивается оно удобно. Есть обозначение, в какое направление нужно крутить, чтобы сделать громкость тише или громче. Но минус в том, что если что-то мелкое попадет внутрь данного механизма, то он будет издавать неприятный звук трения. Далее, подсветка имеется, и она тут без перебора. Слегка подсвечиваемая область с колесом. Подсветка имеет 4 режима, такие как RGB, кружение, дыхание и управляемый ритмом. Последнее, что мы имеем, это 5 физических кнопок. Они прорезиненные, нажимаются удобно, без необходимости прикладывать много усилий. Но и случайных срабатываний у меня не было. Из команд на борту включение-выключение, плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, активация голосового помощника, таких как Siri, Google Assistant и Cortana, а также вход в режим стереопары. Вторую колонку я не распаковывал, так как, к примеру, Tronsmart Trip, но в целом, если вы решились купить 2 колонки, то функция стереопары вас не разочарует. На нажатие колонка откликается хорошо и быстро, летим дальше. Оснащена Tronsmart T7 двойными твиттерами и низкочастотным динамиком для обеспечения звучания на 360 градусов. Технология Sound Pulse Audio на борту, выходная мощность 30 Вт, частотный диапазон от 60 Гц до 20 кГц, заряд аккумуляторов шторки
смартфона отображается, мультипоинта не завезли, разумеется, как и анимации при подключении. Колонка автоматически подключается после включения с ранее сопряженным устройством. Емкости аккумулятора по моим тестам хватает на 10 часов. Отмечу, что подсветка значительно уменьшает заряд аккумулятора. Полный цикл зарядки занял у меня 3 часа 2 минуты, что довольно долго. Время автономной работы не сказал бы, что очень хорошее. Но для отдыха на природе в небольшой компании его достаточно. Во время подзарядки Т7 можно использовать, что очень даже хорошо. Водонепроницаемость класса IPX7. Конечно же, я протестировал ее на водонепроницаемость, окунув ее в проточную воду на 30 секунд. Колонка показала себя хорошо. По итогу ничего с ней не произошло, под заглушку вода не попала, и механизм регулировки громкости не пострадал, во всяком случае, на период теста и пару дней после него. Что будет через месяца 3, посмотрим. Приложение TronSmart, колонка подключается к нему без проблем. К слову, мне сразу же прилетело обновление. Приложение имеет минимальный функционал, но то, что оно есть уже, это плюс. На стартовой странице с подключенной колонкой есть заряд аккумулятора в процентах, вкладка с настройками, где можно обновить прошивку, далее вкладка с 6 предустановленными эквалайзерами и даже кастомный эквалайзер есть, а также вкладка с возможностью переключить режим работы колонки и включение-выключение режима стереопары. Bluetooth версии 5.3, что очень даже круто, из кодеков только SBC. Связь со смартфоном колонка держит хорошо, радиус действия по моим тестам около 17 метров без потери звука. Задержка при просмотре видео на YouTube приемлемая, в играх, разумеется, задержка заметна. Но, к примеру, я подобную колонку для игр использовать не собирался, особенно для шутеров. Пример вы сейчас увидите и услышите. Звучание. Запаса громкости достаточно. Громкости достаточно для посиделок в компании 4-6 человек. В полуметре колонка выдает в среднем 95 дБ. На 100% громкости, разумеется, есть каша из звука. Стоковое звучание без применения предустановленных эквалайзеров энергичное. Звук неплохо сбалансированный, бас плотный, качающий середины имеет достаточно хорошую проработку. Верха звучат хорошо и отчетливо. Детализации, как по мне, слегка не хватает. Хотелось бы большего. Инструментал различим, что хорошо. В целом, по звучанию Т7 показала себя отлично. Разумеется, перед покупкой советую прийти в любой магазин, где продается данная модель, и послушать, как она звучит с вашим источником. И это относится не только к этой колонке. Ну и, разумеется, где-то на 90% громкости, которая вам будет за глаза, каши нет из звука. Минусы. Механизм регулировки громкости, как по мне, не совсем надежный, хотя у меня до сих пор работает исправно. Но ощущение, что ему придет конец, меня не покидает. Также отмечу, что нет AUX входа, и можно было бы поработать над задержкой. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Напоминаю, что сейчас идет на Алиэкспрессе распродажа. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Там очень много интересных предложений. Даже перечислять не хочу. Realme Q5 был за 16,5. Вот это было весело. Ну и Xiaomi 12T Pro, разумеется, за 38. И Realme GT 2 Pro за 26. А дальше сами додумывайте. Но это, правда, самые жирные предложения, поэтому подписываемся. И резюмирую. TronSmart T7 интересная стильная колонка за свою стоимость. Ее можно использовать как в домашних условиях, так и на прогулках. Конечно, по звучанию она не топ. К примеру, как звучание у колонок Anker Soundcore, но они и подороже. В целом, все равно звуком я доволен. Функционалом и материалами TronSmart T7 тоже доволен. Насколько TronSmart живучие, вы знаете и так, и без меня, из интернета и от знакомых. Это их основной плюс. Дешево, сердито, качественно, долговечно. Поэтому не забудьте подписаться на канал, написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо за просмотр. Не забываем, что YouTube меньше 5 слов комментарий засчитывает как спам. И помощи от этого каналу 0. Поэтому девайсу однозначное да. Спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.